Лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помните басни Крылова? Сегодня у нас в гостях как раз эта самая содержанка, которая, будучи совершенно недальновидной, все лето пустила коту под хвост и пришла просить помощи у муравья. Встречайте стрекозу, отряд древних летающих насекомых, насчитывающих в мировой фауне свыше 6650 видов. Кстати, русское слово «стрекоза» образовано при помощи редкого суффикса «ос». Егоза от глагола «прыгать» или «жалить». Стрекозы – одни из наиболее древних групп насекомых. Их предки появились еще в каменно-угольном периоде, около 300 миллионов лет назад, задолго до динозавров. Эти насекомые произошли от гигантских стрекозоподобных насекомых меганевр. Меганевры были настолько большими, что размер их крыльев достигал 75 сантиметров. Кстати, меганевры считались самыми крупными насекомыми доисторических времен. Ну и современные стрекозы – удивительные создания. Давайте разберем их необычные особенности. Все стрекозы имеют очень узнаваемый внешний вид, хотя окраска может быть очень разнообразной. Все-таки почти 7000 видов. Это относительно крупные насекомые, с подвижной головой, большими глазами, короткими усиками, удлиненным стройным брюшком и 4 прозрачными крыльями с густой сетью жилок. Прописались эти древние насекомые по всей планете, исключая Антарктиду. И какой бы вам ни показалась милой и беззаботной внешность этой проказницы, не дайте ввести себя в заблуждение. Все стрекозы – хищницы. Да, они питаются другими насекомыми, схваченными прямо на лету. И в этом они уж совсем не содержанки, а приносящие прямую пользу миру красотки. Дело в том, что в меню стрекоз в основном входят кровососущие насекомые типа комары, а также ряд насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства. Поэтому свое право на существование стрекоза все-таки отрабатывает. Кстати, особенностью стрекоз является отсутствие вообще какой-либо пищевой специализации. Они питаются буквально всеми доступными им насекомыми. Стрекозы – самые эффективные хищники в мире. Если львы и акулы промахиваются в 50% случаев, то у стрекоз показатель успешности охоты 95%. Почему? Да потому что они ловят добычу прямо на лету, обхватывая ее лапками, покрытыми крючками. Они могут захватывать несколько жертв одновременно, например, хватая 2 комаров разными лапами. Жертва часто не успевает понять, что происходит, поскольку атака происходит молниеносно. Хорошие хищнические способности у стрекоз есть благодаря строению их крыльев. С их помощью они умеют очень быстро летать, делать интересные виражи в воздухе и мигрировать на большие расстояния. Летает стрекоза, как маленький вертолет. Она обладает 2 парами крыльев, которые двигаются независимо друг от друга. Это позволяет ей зависать в воздухе, как колибри, лететь вперед, назад, вбок и даже вниз. Развивать скорость до 50 км в час, что делает ее одним из самых быстрых насекомых. Кроме того, ее крылья почти не устают. Исследования показали, что энергия от взмаха одной пары крыльев частично передается второй, снижая нагрузку на мышцы. Кстати, в отличие от большинства насекомых, стрекозы никогда не складывают крылья на спине. Они всегда держат их расправленными. Это характерная черта их отряда. Ну а крыльям в охоте помогают глаза. Стрекозы обладают одними из самых совершенных глаз в мире насекомых. Их фасеточные глаза состоят из 30 тысяч оматидиев, отдельных мини-глазков, охватывают почти 360 градусов вокруг головы и позволяют видеть ультрафиолет. Но главное, их зрительная система умеет предсказывать движение добычи. Стрекоза не просто реагирует на перемещение жертвы, а заранее просчитывает, где та окажется, и атакует именно это место. Это делает их почти не промахивающимися охотниками. А еще стрекозы умеют входить в режим невидимости для своих жертв. Исследования показали, что стрекозы обладают уникальной способностью подавлять свою собственную видимость в глазах добычи. Они могут лететь так, чтобы их не замечали, вычисляя траекторию полета таким образом, что жертва не видит их приближения. Это называется пересечение оптического потока. И благодаря этой тактике стрекозы становятся настоящими призрачными охотниками среди насекомых.
Однако без неприятных моментов тоже не обошлось, потому что многие виды стрекоз – каннибалы. Взрослые стрекозы могут поедать более мелких стрекоз и личинок. Иногда и самки после спаривания могут напасть на самца и съесть его. Все представители отряда ведут амфибионтный образ жизни. Яйца и личинки развиваются в водной среде, а имага, взрослые стрекозы, обитают на суше, освоив воздушную среду и став прекрасными летунами. Жизнь стрекоз можно разделить на два периода. Первый период начинается после линьки и выхода в воздух и заканчивается половым созреванием. На протяжении этого периода стрекозы активно питаются на определенном удалении от водоемов и приобретают характерную для стрекоз окраску тела. По окончании периода созревания они вновь возвращаются к водоемам для продолжения рода. Во время периода любви стрекозы спариваются вблизи водоемов, где самочки откладывают яйца. В среднем стрекозы откладывают всего от 250 до 500 яиц. Затем предличинка выходит из яйца и имеет крошечные размеры, менее 1 мм, и живет от нескольких секунд до нескольких минут, после чего линяет и переходит в следующую личиночную стадию. Мало кто знает, но значительная часть жизни стрекоз проходит в воде. Личинки, наяды, могут развиваться в прудах и реках до 5 лет, оставаясь ненасытными хищниками. У них есть выдвижная челюсть, похожая на хищный гарпун, с помощью которой они молниеносно выхватывают жертв, личинок комаров, головастиков, а иногда даже и мелких рыбешек. Когда личинка взрослеет, она выбирается из воды, линяет последний раз и превращается в воздушного хищника. Оболочка личинки разрывается, и из нее выходит взрослая стрекоза. К моменту превращения личинок во взрослых стрекоз личинки начинают дышать атмосферным воздухом. Продолжительность жизни имага в среднем составляет от нескольких дней до нескольких недель. Отдельные экземпляры, особенно разнокрылых стрекоз, могут жить до нескольких месяцев. Так что басни Крылова нам не врали, а имели глубокий философский смысл. Конечно, и враги у стрекоз есть. Это птицы, рыбы и главный враг – время. Стрекозы не только древние хищники, но и наши естественные союзники в борьбе с комарами. Одна взрослая стрекоза может съесть до 100 комаров в день. Некоторые страны даже используют искусственные водоемы, чтобы привлечь больше стрекоз и естественным образом снизить популяции кровососов без химикатов. Стрекозы – удивительные создания. Они были свидетелями появления динозавров, дожили до наших дней и продолжают демонстрировать фантастическую адаптацию к окружающему миру. Их можно назвать летающими машинами для убийств, но при этом они важны для экосистемы и помогают нам в борьбе с вредителями. Так что если увидите стрекозу, восхищайтесь, а не прогоняйте. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!